продолжаем наш обзор. Здесь вот есть закусочные такие. Так, это у нас шашлык, шаурма, шатер, бар, ресторан. Так, роллы, пицца, если все что угодно. Так, это кафе Парус. Кафе Парус. Так, мороженое, коктейли. Двигаемся в сторону маяка. Как раз там и находится старое морское кладбище перед маяком. Вот как это. Это вид какой-то. Вид шикарный. Ой, ну жарко на солнце. Здорово, тут не сравнить. Так, где-то вот с правой стороны это кладбище находится. Но точно я не знаю. Вот. Ну, по-моему, дальше. По-моему, дальше. Так, это вот спуск к пляжу. Слева от меня. Там здесь ступеньки. И вниз идут ступеньки. А там нет оставить нам бесплатно? Да? Я, честно говоря, думал, будет... Ну, солнце, да, но с утра его не было, а сейчас вот опять жарко. Так, где-то с правой стороны. Так, по-моему, где-то здесь. Хотя, может быть, я говорю, что я точно не знаю, но может быть мы прошли, не прошли. Нет, наверное, еще не прошли, еще нет.
купаются. Кругом пляжи, пляжи, пляжи. Так, сейчас какой-то виднеется бюст. Идем на бюст. Посмотрим. Ну да, где-то вот, по-моему, там это кладбище, вроде бы как морское, это старое. Чей это бюст? Это бюст Аванесов Владимир Николаевич. Заслуженный врач Российской Федерации, почетный гражданин города-курорта Анапы. Вот такой бюст. Так, идем дальше. Световая площадка такая. Даже кто-то оставляет какие-то надписи. Ох и жарко, ребята. Ох и жарко. Так. Да, вот, по-моему, вот там вот он начинается. Где забор вот. Вроде бы как. Хотя, может быть, нет, не знаю. В общем, заходить мы точно туда не будем, потому что это не нужно. Так, это вот можете посмотреть. Здесь нужно заплатить 10 рублей, и можно вот такой бинокуляр посмотреть на море. Я не буду, да. Там купаются. Так, еще один спуск к пляжу. Так, второй спуск. Да, ребята, вот здесь находится старое морское кладбище. Здесь что-то видно там. Вот. Здесь похоронены моряки, погибшие в годы войны. Ну и так далее. В общем, это вот оно. Это самое морское кладбище, которое я хотел показать. Ну, спуск, ну, вот пляж. О, солнце скрылось. Хорошо без солнца. Это слишком жарко. Вот
старое кладбище. Морское. Очень загадочное и таинственное место. Но заходить туда нельзя. Потому что это запретно, так сказать. Так. Сейчас до поворота дойдем. Смотрим, что там у нас. Там должен быть маяк. Ну, вот он, этот пляж, по которому мы, который тянется. Так, там дальше маяк нас встретит. На самом деле, видите, как плот надули. Вот. Но на самом деле здесь вот далеко нельзя слишком отплывать, потому что даже буйков нет. А вообще-то вот там есть, но что-то они еле заметны. А здесь практически их нет. Поэтому где буйков нет, там лучше вообще не купаться, потому что очень опасно это. Так, дошли до поворота. И вот виднеется маяк. Там в районе маяка есть музей. Музей есть, можете сходить в музей. Ну, не знаю, как он работает. Ну, скорее всего, ежедневно работает, кроме, наверное, воскресенья. И там же экскурсии еще должны продавать возле маяка. Так, ну что, дойдем до маяка и попрощаемся, наверное. Вот. Еще раз пляж показываю, море. Ну, когда спадет жара, может быть, я съезжу, посмотрим, или в Жуково, или в Витязево, или в Новороссийск.
Ну, когда спадет жара. Сейчас пока что не до этого. Итак, приближаемся мы к таинственному маяку. И все дальше удаляемся от загадочного морского кладбища. Ох, а какая здесь скульптура, вы посмотрите, какая виднеется там. Ох, интересная очень такая скульптура. Точнее, не скульптура, а стела какая-то, мини-стела. Ох и жарко. А там даже, по-моему, кто-то с маской, с трубкой вон ныряет. Так. О, вот и дружок наш. Пирожок, да? Жарко ему. Тенечек лег. Жужочек. Итак, мы приблизились к маяку. Справа от меня кафе «Маячок», океанариум 100 шагов и сам маяк. Загадочный, таинственный маяк. Ну, на этом наше видео подошло к концу. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки и увидимся.